Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Артур, мы родились в разных концах России. Я родился в Калининграде, в самой западной точке России. А я родился на Сахалине, практически в самой восточной точке нашей страны. И расстояние между Сахалином и Калининградом... Более 7000 километров. Всем привет, вы смотрите и слушаете русское радиошоу. Я Сергей. И Артур. Сегодня выпуск для студентов, чей уровень B2, C1. И мы сегодня расскажем о тех городах, о тех местах, в которых мы родились. Тем более, что мы родились в разных концах России. С чего начнем? С Сахалина или с Калининграда? Можем делать это параллельно, чтобы показать, насколько это огромная страна и насколько она разная, а может быть и нет. И первый вопрос, который возникает у многих студентов: у нас разные акценты, мы по-разному говорим на русском языке. Вы слышите, что у нас стандартный русский язык. Да, у нас стандартный русский язык, у нас нет акцентов. Надеюсь, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Акцентов нет, потому что регионы, в которых мы родились, они не имеют акцентов. Это регионы, куда приезжали из центральной России, куда переселялись из регионов центральной России, поэтому там не сформировался акцент, его нет. Я вспоминал с одной своей студенткой тебя вчера, потому что, когда я слышу о Сахалине, я там никогда не бывал, у меня первая ассоциация почему-то красная икра. Это правда или нет? Да, это не стереотип. Сахалинская область — один из лидеров по производству, по добыче красной икры, как Камчатка, как Приморский край, как Хабаровский край. С чем это связано? Берега этой области омывает Тихий океан, Охотское море, если быть конкретным. Это море, куда заходит на нерест лосось. И, соответственно, в этих регионах очень много лосося и много красной икры. И я своей студентке сказал, потому что она знает и тебя тоже, мы обсуждали Масленицу, которая недавно отмечалась, и, конечно, говорили о блинах с икрой, и я сказал: вот Артур родился на Сахалине, они там икру ели на завтрак, на обед, на ужин, еще и на лицо мазали как косметическую маску. Это правда? А вот это стереотип. Нет. Чё? Я не любил в детстве икру. Как? Я мог бы есть икру просто ложками, тоннами, но у меня не было такой возможности, потому что Калининград — это не красная икра, это янтарь. Да, это янтарь. А мы помним, что такое янтарь? Это то, что нельзя есть, но это очень красиво. Это можно надеть в качестве украшения, Да. например. Говорят, что янтарь — это слезы Балтийского моря. Так, давай маленькую историческую справку. Значит, Калининград не всегда был Калининградом. Вообще-то это была столица Пруссии, Восточной Пруссии. Это был город, который назывался Кёнигсберг. И его основали рыцари, немецкие рыцари. Хотя мне кажется, что это были рыцари Тевтонского ордена. Конечно. Если быть точным. В 1255 году. Много веков это был красивый немецкий город. Там, кстати, похоронен философ Иммануил Кант, и могила Канта до сих пор находится в Калининграде. И после Второй мировой войны Калининград, точнее Кёнигсберг, стал Калининградом и вошел в состав Советского Союза. Город, который сочетает в себе как немецкую культуру, советскую культуру и современную российскую культуру, и это очень отражается в архитектуре. Вот если кто-то из вас бывал в Калининграде, то вы, наверное, заметили, что там есть абсолютно немецкие районы, и вы как будто в каком-то немецком городке. Там есть абсолютно советские районы с хрущевками, многоэтажками, и такое ощущение, что вы попали в Советский Союз. И есть, конечно, какие-то современные здания. Но город очень зеленый. Хотя я его ненавидел, честно говоря. Я всегда знал, что я уеду из Калининграда. Так и случилось. Какой Сахалин? Во-первых, подожди, Сахалин — это остров. Как называется населенный пункт, в котором ты родился? На Сахалине очень много городов. Ты прав, Сахалин — это остров. И столица этого острова — это город Южно-Сахалинск. Это мой родной город. Это большой город вообще? Я думаю, что в Южно-Сахалинске проживает приблизительно 200 тысяч человек. Это средний город, это небольшой город. В Калининграде 400 тысяч человек. То есть Калининград в 2 раза больше, чем Южно-Сахалинск. Сахалин. Что такое Сахалин?
Сейчас в современной России Сахалин – это один из островов Сахалинской области. Но еще более 100 лет назад Сахалин не принадлежал России. Это была спорная территория. Его пытались делить Япония и Российская империя. И долгое время Сахалин, да не долгое время, он до сих пор в японских источниках не имеет названия Сахалин. Он называется Карафуто. Интересно. Это японское название Сахалина. И город, мой город Южно-Сахалинск, это японский город Тойохара. Ему придумали название в 1945 году. Оно не имеет к этому городу никакого отношения. Слушай. Юг Сахалин, поэтому Южно-Сахалинск. Город носит название Тойохара изначально. Да. А вот это влияние японской культуры есть, потому что в Калининграде все-таки влияние немецкой, прусской культуры, как я сказал, огромное. То есть у вас есть там люди с азиатской внешностью? Конечно, нет. Самое главное, что нужно понять, Сахалин очень связан с Японией. И архитектура. У нас сохранились здания, их очень мало сохранилось из-за войны. Но самое главное влияние на Сахалин оказали не японцы. А кто? Корейцы. Корейцы? Конечно. Потому что японцы, будучи империей, привезли на Сахалин много тысяч корейцев, которых они использовали как рабов. И на Сахалине больше чувствуется влияние Кореи. Например, я очень люблю корейскую кухню благодаря тому, что я родился на Сахалине, и я фанат корейской кухни, например. Мне нравится кимчи, я без ума от кимчи. Я люблю кукси. Поскольку ты много лет жил в Москве, скажи, пожалуйста, если мы говорим о менталитете, вот люди, которые живут на Сахалине, как они отличаются от жителей европейской части России или от москвичей, например? Никак? Потому что Сахалин был заселен после Второй мировой войны. Активно и много привозили переселенцев из Центральной России. Как вы понимаете, за 50 лет менталитет не может сильно измениться. У всех очень сильная связь с Центральной Россией. Но до Москвы, не знаю, 1000 километров. Вы не чувствовали себя как бы немножечко... Да, это ощущение было. Но ты не забывай, я ребенком уехал оттуда. И я знаю, что, например, у меня в классе были одноклассники, которые никогда не были в Москве, но, например, были в Сеуле и Бангкоке. Вот это интересная история, потому что я, например, в России был в 3 городах. В Питере, в Москве. И Сочи. Я не был в Сочи. Я соврал, в 2 городах я был. Я был только в Питере и в Москве. Я, в общем, Россию-то не видел. Ну и Калининград, мой родной город. Но при этом, еще будучи подростком, я уже объездил почти всю Европу, потому что для жителей Калининграда, для жителей этого анклава практически в центре Европы, абсолютно нормальным было поехать провести выходные в Польше, например, или в Чехии. И почему я спросил о менталитете? Потому что мы, калининградцы, я все равно, несмотря на то, что уже 20 лет там не живу, считаю себя коренным калининградцем, я всегда говорил, такие евроснобы. Мы к москвичам, к жителям Петербурга, к жителям вообще основной России, остальной России относились немножко свысока. И не все, конечно, но в целом это было, что, вы знаете, мы как бы европейцы, а вы там, жители большой России, goodbye. То есть мы такие евроснобы были всегда. Нет, у Сахалина нет такой истории, что мы какие-то особенные или другие. Скорее было такое, что все относились к Сахалину, или мне так казалось, я был ребенком, как к временному месту, как к работа, хорошая зарплата, особенно когда на Сахалине обнаружили нефть и стали активно добывать нефть. Многие относились как к временному месту. И все равно многие покупали квартиры в Москве и в центральных регионах, на юге страны, на Кубани, в Краснодарском крае. То есть это было место заработать деньги. И, наверное, есть патриоты Сахалина, но я не упомянул о коренных народах. Все-таки Сахалин изначально принадлежал другим народам. Это нивхи, это айны, это местные аборигенные народы, это их место, и для них это дом. Мы все-таки туда пришли, и пришли достаточно недавно. Ну вот я нашел информацию, что в конце 19 века Сахалин стал полностью русским, тогда остров был большой тюрьмой, куда отправляли преступников. В общем, это была каторга. Это прям такая история, как с Австралией. Да, вот это как Австралия, да, для Британской империи. Да, это место, куда ссылали преступников. Антон Чехов
написал прекрасное произведение «Остров Сахалин», где он написал о том, что происходило в этот момент на острове. Он в этот момент целиком принадлежал империи. Чуть позже произойдет русско-японская война, и Япония вернет себе остров. В 1905 году. Да. А потом в 1945-м опять уже остров стал советским. Да. И он пока не является спорной территорией, но Япония продолжает считать все-таки это своей территорией, которую нужно обсуждать, особенно Курилы. Например, Курильские острова для Японии считаются важной территорией, которую они хотят вернуть когда-то. А как твои родители оказались на Сахалине? Это работа, это все работа, связанная с работой, переселением, по работе, контракты рабочие. В 1995 году на Сахалине произошло сильное землетрясение. Уезжали, но в 1999 году возвращались, потому что То есть нефть. твоя семья уехала после землетрясения? Да, мы уезжали на какое-то время. И потом вернулись. Да, конечно, потому что, если ты помнишь 99-й, конец 90-х в России, все было Не очень хорошо. не очень хорошо. В 98-м был дефолт. Да, как раз, да. И потом... Да. То есть твоя семья вернулась по экономическим соображениям? Да, потому что была хорошая работа, и на Сахалин тогда как раз пришли американские компании, американские, британские, голландские компании, которые стали добывать нефть на шельфе Сахалина. Была образована даже большая компания Сахалин Энерджи. Это компанию, которую... Я могу сейчас ошибаться, но мне кажется, что это была компания Shell, которая ее основала. Да, и... Там началась активность, связанная с добычей нефти. Мои родители познакомились в Калининграде. Папа приехал из Беларуси, потому что Калининград — это порт. Папа мой был моряком. А мама приехала из Украины. Почему? Потому что ее дядя жил в Калининграде. И там они познакомились. И, собственно, там я и родился. Для меня, например, Калининград, как я уже сказал, всегда был каким-то не очень любимым городом, и я его полюбил только когда уехал оттуда. Конечно, ностальгия прибавилась, какие-то воспоминания, но когда я там жил, я всегда знал, что я уеду. Сначала я думал, что перееду в Москву, потом я решил, что я перееду в Европу и так далее. Я знаю, что тебе Калининград не понравился. Нет, конечно, нет. Нет, не понравился. Почему? Расскажи. Я не был на Сахалине, мне нечего сказать о Сахалине. Мне, наверное, понравились маленькие города в Калининградской области. Зеленоградск, Светлогорск. Например, да, небольшие курорты вдоль Балтики. Мне не показался он каким-то цельным, и в этом вина советского периода. Я не почувствовал истории в этом городе. Я как будто был в каком-то новом городе. У меня не сложилось вот этого мэтча с этим городом. Нет. Это интересно, потому что вообще Калининград сейчас очень популярен, там выросла стоимость недвижимости, город увеличивается, там сейчас москвичи скупают просто квартиры, потому что это такая русская Европа. Они надеются, что Калининград вернется в родную гавань. Я думаю, что студенты не оценят этой иронии, этой шутки, но да, это хорошая ремарочка. И... При всей этой нелюбви, которая была первоначально, при всей любви, которая есть сейчас к этому городу, потому что я там не был 4 года, я могу сказать, что таких закатов, какие есть на Балтийском море, больше нет нигде. Ни на каком Средиземном море, не знаю, черном, красном. Вот балтийские закаты, они какие-то особенные. Запах сосен, такого больше нигде нет. И несмотря на то, что это достаточно серый и местами унылый город, вот иногда он мне даже снится, я во снах возвращаюсь в него. Это твоя родина, и я тоже люблю Сахалин, несмотря на то, что это достаточно суровый край. Но я там родился, туда в свое время были, опять же, сосланы мои бабушка и дедушка, и мы все время как-то были с ним связаны, уезжали, возвращались. Поэтому это все равно родное место. И там по-прежнему живут мои родители. До сих пор. Скажи, а Сахалин вообще это туристическое направление? Туда приезжают москвичи? Да, сейчас становится таким туристическим направлением. Раньше туда очень много приезжало японцев и корейцев. Японцы ехали посмотреть на то, что когда-то было их, увидеть, как это выглядит сейчас. Корейцы ехали просто потому, что там у многих родственники до сих пор. В Южно-Сахалинске большая корейская диаспора, мне кажется, она самая большая в России. И в Южно-Сахалинске чувствуется влияние корейцев очень сильно. И это здорово.
Да. Это интересно, истории абсолютно идентичны, потому что такая же история с Калининградом. До 91-го года или до 90-го года город был закрытым для иностранцев не могли туда приехать. И когда город стал открытым, когда Советский Союз распался, я помню, что в начале 90-х и вот до, наверное, конца 90-х просто сотнями туристические автобусы из Германии приезжали с бабушками, дедушками, которые жили в Кёнигсберге, которые наконец-то смогли вернуться на свою родину, хотя бы посмотреть, что с ней сделали. Я думаю, что им стало плохо, когда они увидели. Я был ребенком, все, что я помню, что мы попрошайничали и просили у них жвачки. У нас не было еще в магазинах жвачек, кока-колы, фанты и так далее, шоколадок. Магазины были пустыми, и мы, я помню, с ребятами просто бежали к этим автобусам. Мы выучили какие-то фразы по-немецки, чтобы попросить вот эти жвачки. Они нам давали эти жвачки, конфеты. Мы потом делились и так далее. А я вспомнил другое воспоминание, связанное с разницей ассортимента в супермаркетах на Сахалине и, например, в Москве. Потому что, когда я маленьким приехал в Москву, ну, как маленьким, подростком, я очень любил Чокопай и Милкис. Это корейские продукты, это печенье и напиток газированный, вроде молочного газированного напитка сладкого. В тот момент в Москве этого не было, и я не понимал, как может не быть Чокопая и Милкиса в магазине. Мне эти названия ничего не говорят это вообще. корейское все, да. Я вырос на Чокопае. А как вы называли свой город или остров? Южный, просто южный. Город просто южный. На Сахалине много городов, и мы жили в Ахе, на севере, это где нефть добывают. Столица называется просто Южный, либо Южак. Южак. Ну, в основном Южный, говорят. Я поехал в Южный, или мы полетели из Москвы в Южный. Да, никто не называет Тойохара, конечно, кроме японцев. И что ты еще спрашивал? Я хотел рассказать, что мы, жители Калининграда, коренные, никогда не называли Калининград Калининградом, это всегда был Кёник. Кёник. Вы сохранили вот эту память о его историческом названии. Кстати, интересно, я помню, что в 90-е годы вообще обсуждался очень серьезно вопрос возвращения исторического названия, и хотели, не хотели, не знаю, но была такая дискуссия вернуть название Кёнигсберг. Ты бы хотел, чтобы ему вернули название Кёнигсберг? Не знаю, мне на тот момент, когда я там жил, казалось, что дело просто в том, что Кёнигсберг звучит покруче. Для меня скорее было бы не то, что Кёнигсберг звучит покруче, а просто почему Калининград, и причем здесь Калинин вообще. Да, видишь, я ребенок перестройки и 90-х, а у нашего поколения есть такая особенность, и не знаю, хорошо это или плохо, но она есть. Мы родились в тот период, когда все заграничное считалось крутым, а все наше считалось ужасным. Поэтому и вот у меня, видимо, этот код вшит в голову, что такое заграничное модное название Кёнигсберг звучит круче, солиднее, чем Калининград. Вообще все эти Грады, Сталинграды, Ленинграды, все это... Я поймал себя на мысли, естественно, всю мою жизнь Петербург — это Петербург, что недавно в каком-то фильме я услышал название Ленинград, и оно так интересно звучит. Да? Так ретро. Я бы не хотел, чтобы Петербург назывался Ленинградом, но звучит это интересно. Интересно. Ленинград. Да. Ну, например, в Калининграде, в Калининградской области есть такие просто прекрасные курорты, как Зеленоградск. Это был... не Раушен это был Светлогорск, Кранц, Калининград, Зеленоградск в Германии назывался Кранц, а Светлогорск Раушен. И, звучит красиво. Да, это правда, это красивые немецкие названия, исторические, потому что все остальное это было выдумано за один день на коленке. Южно-Сахалинск, это как назвать город просто по его географическому местоположению на юге. Да. Это странно. Это как будто у человека не было фантазии. Друзья, может быть, вы когда-нибудь бывали в Калининграде или в Южно-Сахалинске? Напишите, пожалуйста, в комментариях, нам очень интересно, и поделитесь вашими впечатлениями. И расскажите, в каких городах России или, может быть, бывших республик бывшего Советского Союза вы бывали. Поделитесь своими впечатлениями, напишите в комментариях, поставьте лайк. И не забудьте, пожалуйста, что мы с Артуром можем стать вашими учителями. У нас есть индивидуальные уроки онлайн, вы увидите QR-коды, также в описании все ссылки. В общем, информации много для вас. Заходите на наши страницы, смотрите, заказывайте уроки.
Скачивайте PDF-файл с транскрипцией к этому выпуску, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Обязательно. Как строгие учителя, заканчиваем эту лекцию. Друзья, изучайте русский язык с удовольствием и с русским радиошоу. Пока!